Медвежонок умолял спасти его умирающую мать. Но посмотрите, что сделал человек. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. В северном лесу, неподалеку от города Уайт-Хорс, летний дефицит нектара привел к истощению многих животных, и в поисках пищи бурой медведицы, некогда сильной и роскошной, теперь приходилось бороться за каждый день. Ее медвежонку было всего несколько месяцев. Он еще неуклюже пытался копать мох и землю, чтобы найти хоть немного ягод и выжить, когда в воздухе вдруг потянуло сладким запахом. Ароматом меда, доносившимся из большого дикого улья, висевшего высоко на старой гнилой ели. Медведица сразу насторожилась, подняла голову и, повинуясь инстинкту, пошла к дереву уверенными, хоть и медленными шагами. Когда она добралась до ветви, на которой висел улей, она обхватила ее передними лапами и попыталась подтянуть к себе, но неожиданно раздался сухой треск, от которого замер весь лес, и бурый массивный зверь вместе с веткой рухнул вниз. Тяжелая гнилая часть дерева придавила медведице грудь и плечи, ее голова ударилась о влажную землю, и она мгновенно потеряла сознание. Медвежонок, стоявший рядом, испуганно задрожал, жалобно вскрикнул и бросился к матери, пытаясь своими крошечными лапками сдвинуть ветку, но он был еще слишком мал. Его глаза были полны страха, а взгляд растерян и пуст, словно он не понимал, почему мать не встает, как каждое утро. Он прижался к груди матери, пытаясь передать ей остатки тепла своего слабого тельца. Издалека послышался вой волков. Их силуэты мелькали между деревьев, как призраки, выслеживающие добычу. При каждом приближении звукомедвежонок поднимался, делая слабую, но решительную попытку защитить мать, издавая тонкий, отчаянный рык. Медведица оставалась без сознания. Ее дыхание было неровным, едва слышным, как хрупкая нить, готовая оборваться. Время тянулось бесконечно, но медвежонок не ушел, потому что знал лишь одно — его мать была всем для него. На рассвете следующего дня патруль дикой охраны получил сообщение о бурой медведице, которая покинула свой привычный участок. Рейнджер по имени Ноа Грейсон, много лет изучавший жизнь хищников, заметил на пути ободранную кору и следы меда на земле. Влажные клочья бурой шерсти, грязь и следы когтей тянулись вдоль оврага, как тихий зов о помощи. Ноа подал знак команде не шуметь, чтобы не спугнуть детеныша и не привлечь других хищников. Когда они вышли на поляну, перед ними открылось тяжелое зрелище. Бурой медведице придавила грудь массивной веткой. Она была без сознания, а рядом, прижавшись, сидел ее детеныш, мокрый, испуганный, но не отступающий. Завидев людей, медвежонок поднял голову и посмотрел прямо на них. В его взгляде мелькнула искра надежды, и он не бросился бежать, не рычал, как обычно. Ноа сразу понял. Маленький зверь настолько отчаян, что готов довериться людям ради спасения своей матери. Он тихо приказал готовиться к экстренному спасению. Команда действовала осторожно, словно каждое движение могло нарушить хрупкое равновесие между жизнью и смертью. Рейнджеры принесли прочные стальные цепи и ручной подъемник, которым обычно убирают поваленные деревья после штормов. Ноа наклонился и мягко заговорил. Его голос был ровным, чтобы успокоить медвежонка. Тот остался неподвижен, мокрый, но с умоляющим взглядом, устремленным на мать. Один из рейнджеров закрепил трос вокруг толстого ствола рядом, чтобы создать надежную опору, другой прикрепил крюк к ветке, придавившей медведицу. Все делалось медленно и тихо, без рывков. Ноа кивнул, давая сигнал тянуть. Металлический скрип цепи эхом прошел по влажному лесу.
Ветка начала подниматься дюйм за дюймом, сосыпая грязь и воду на шерсть зверя. Когда открылось достаточно пространства, двое мужчин осторожно подхватили тяжелое тело и вытащили медведицу на сухой участок земли. Воздух наполнился запахом сырости и дыхания дикого животного. Ноа проверил пульс, дыхание и зрачки. Руки его были спокойны. Он ввел обезболивающее и противошоковое средство, стабилизируя состояние. Медвежонок подошел ближе и, дрожа, коснулся носом морды матери, издавая глухой, жалобный звук, зов из самой глубины души. Несколько рейнджеров отвернулись, чтобы скрыть эмоции. Медведицу осторожно уложили на специальные носилки и отправили в ветеринарный центр при заповеднике. В клинике White Horse Forest врачи сделали рентген, чтобы определить характер травм. К счастью, переломов не оказалось, лишь повреждения мягких тканей и сильный шок. Ее уложили на мягкий матрас, подключили капельницу и начали постоянный мониторинг дыхания. В соседней клетке разместили медвежонка, чтобы он мог видеть мать и не впасть в отчаяние. В помещении царила напряженная тишина, все ждали момента пробуждения. Время тянулось мучительно медленно. Через 2 часа веки бурой медведицы дрогнули, дыхание стало глубже, ровнее. Медвежонок первым почувствовал это. Издал дрожащий, но радостный звук. Глаза медведицы медленно открылись, уставшие, но живые, и сразу начали искать малыша. Когда клетку открыли, медвежонок бросился к ней, прижался к ее шее, терся мордочкой, будто боялся снова потерять. Она, еще слабая, попыталась обнять его лапой, ее дыхание было теплым и мягким. Никто не произнес ни слова. Момент сам говорил за себя. Это был миг, когда жизнь вернулась с самого края, а материнская любовь стала сильнейшим лекарством. Через несколько дней медведица начала восстанавливаться. Ее взгляд стал уверенным и спокойным, а шерсть блестела под солнечным светом. Уже через 2 дня она могла стоять и делать медленные, но твердые шаги. Боль не исчезла, но воля к защите детеныша делала ее сильнее. Медвежонок не отходил ни на шаг, словно ее отражение. Ноа и команда решили вернуть их в дикую природу. Машина остановилась на краю леса, солнечные лучи пробивались сквозь листву, как приветствие. Когда клетку открыли, медвежонок сделал несколько шагов вперед, потом оглянулся и тихо позвал мать. Медведица последовала за ним, а потом остановилась, обернулась и посмотрела на человека, спасшего ее, взглядом без страха, взглядом благодарности и памяти. Затем мать и детеныш исчезли среди деревьев, где ветер шевелил листву, напевая песню покоя. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.